Всем привет! Это канал CMA Культ фигурного катания, и я рада вас видеть на своем канале. Сегодня очень напряженный день, я думаю, вы прекрасно понимаете почему. Постоянно мы обновляем соцсети, постоянно какая-то информация приходит каждую минуту, каждый час, которая и пугает, и волнует. Я думаю, что сейчас самый хороший момент для того, чтобы немножко отвлечься, потому что иначе мы все сойдем с ума. Нам нужна какая-то разрядка, и я предлагаю вам окунуться в мир фигурного катания, наш спасительный оазис. Если вы сейчас находитесь в Москве, вообще в регионах Центральной России, то я вас очень прошу беречь себя, по надобности, по ненадобности все-таки не выходить и помнить, что наша жизнь, наша безопасность в наших руках, и, пожалуйста, будьте аккуратными. Ну, о чем мы с вами сегодня поговорим? На какую тему отвлечемся? Fantasy on Ice продолжается наше любимое японское шоу, и я решила на самом деле вспомнить историю этого шоу и не просто как-то в целом, да, всех фигуристов затрагивать, а затронуть лишь нашего любимого Юдзуру Ханью. Как менялся Юдзуру в этом шоу, какие программы катал, что было интересного, что изменилось. И на самом деле, когда я готовилась к этому ролику, я многие программы увидела впервые и была приятно удивлена тому, насколько разносторонний, разноплановый артист и фигурист наш любимый Юдзуру. Так что давайте поскорее начнем. Могу сказать, что выступление программы Юдзуру в том или ином году Fantasy on Ice я прям находила с огромным трудом, если особенно это прям давным-давно было. И я попыталась понять, в каком году Юдзуру впервые так серьезно выступал на фэнтези. Как я поняла, я могу ошибаться, это нормально, если что, поправляйте меня в комментариях. Но первое такое серьезное шоу у Юдзуру на фэнтези было в 2011 году. И, кстати говоря, там он уже выступал в статусе серьезном, ведь он занял второе место на чемпионате мира в Ницце, если вы помните. На Fantasy on Ice в 2011 году Юдзуру выступал со своей произвольной программой, нашей любимой программой «Ромео и Джульетта». Это первая версия «Ромео и Джульетты». И надо сказать, что здесь Юдзуру совершенно какой-то он другой, он очень маленький, он такой прям юноша-юноша. У него еще такая очень короткая прическа, стрижка была. Начал он катать Ромео и Джульетта со второй части, то есть с дорожки шагов. И я могу сказать, что Юдзуру здесь был очень эмоциональным, даже где-то перебарщивал с этими эмоциями. Ну, это смотрится на льду очень хорошо, но понимаешь, что он здесь как бы немножечко выжимает себя, прям вот из него все это страстно выливается, и это, конечно же, отнимает у него силы. И в конце Ромео и Джульетта он прям выдохся. При этом он прыгнул 4 прыжка, если не ошибаюсь, были все тройные, все было чистенько, прекрасно. Я не могу сказать, вот сейчас вот я это не записала, в каком именно городе там выступал Юдзуру с этими прокатами. Я брала чисто вот попадется мне прокат этого года в каком-то городе, КБ там или еще где-то, я и смотрю. Так что здесь понятно, что в каком-то городе он мог чище кататься, в другом городе чуть-чуть похуже, может быть, или стабильно. Значит, 4 прыжка тройные. Эмоций много, но он такой прям цыпленок цыпленком. И знаете, что удивительно? Вот смотришь на выступление Fantasy on Ice и понимаешь, что вот этот мальчик еще совершенно, наверное, не знает, не представляет, какая судьба ему уготована. Какая яркая, сложная, со взлетами и падениями будет его соревновательная карьера. Наверное, у него тогда вот глаза горели вот этой олимпийской золотой медалью, но он еще не был уверен, возможно, да, что он получит аж целых 2 золотые медали Олимпиады. И вот смотришь это с позиции уже 2023 года и понимаешь, боже, ребенок, сколько у тебя всего еще впереди. И это, конечно же, так, знаете, очень тепло на сердце становится от этого осознания. Ну, Ромео и Джульетта, 11 год, Fantasy on Ice, хороший прокат, прекрасно, но понятно, что это не ниццевское выступление, но все же радует глаз. Смотрите, что дальше. Вот я искала долго, упорно Fantasy on Ice 2012 года, и я ничего не нашла, не поняла, выступал он или не выступал. Если, опять же, у вас есть какая-то информация, то делитесь.
2013 год, программу, вот это выступление я не смотрела до сегодняшнего дня. Юдзуру катался под японскую песню, вот она, любовь-то оттуда идет. Называется она «Story», и пела или пели группа или певица АИ, если это правильно так звучит. А здесь Юдзуру в такой белой рубашечке с рюшами, какие-то там черные стразы. Я думаю, что многие, кстати говоря, из вас видели либо фото, либо кадры. Я видела кадры, я вот сейчас это понимаю, но не видела всю программу. Очень лиричная песня, и я скажу так, смотрите, это 12-й год. Он еще юный, но у него такое невероятное мягкое катание, что с ума сойти. Такую мягкость я потом как бы долго еще не увижу Юдзуру. Вот прямо сейчас остановите видео, посмотрите. Fantasy of Night 2013 год, Юдзуру. Очень мягкие ноги, какие очень красивейшие просто вращения, очень эмоциональный тоже Юдзуру. Он прям, знаете, так вот прям пытается прочувствовать эту музыку, пропустить через свое сердце. И опять это очень много сил у него отбирает, но вот по-другому он не может. 2 прыжка он здесь прыгнул, и, кстати говоря, я отметила его красивейший тройной аксель. Он был с таким широким пролетом, прям, знаете, услада для глаз. Красивая программа, очень нежнейшая, очень гармоничная. Вот я на самом деле приятно удивлена, что в 2012 году Юзу так катался. Это вот опять же, такие вещи говорят о том, что это гениальный спортсмен-фигурист. Далее 2014 год. И, кстати говоря, здесь я уже нашла открытие-закрытие Fantasy of Night. Я могу сказать, что на самом деле раньше костюмы на открытие-закрытие были очень даже хорошими. Что-то случилось не так после пандемии, по моим таким личным ощущениям. Так вот, в 2014 году Юзу уже выступал на фэнтези в роли, в качестве олимпийского чемпиона. К нему уже было повышенное внимание, и уже видно, что его камера снимает побольше, чем остальных спортсменов. Но вот он на открытии, на закрытии, кстати говоря, такой тоже озорной мальчишка. На открытии были красивые костюмы, белый блестящий верх, на закрытии красный блестящий верх. Ну, то есть, прям вот как-то очень-очень эстетично. Что катает в 2014 году Юзу? Не представляю я даже, как я это пропустила, но он катал Шопен, свою знаменитую короткую программу. И, кстати говоря, раз это 2014 год, то получается, что Шопена еще не катали в соревновательном процессе. И от этого еще интереснее. Мне очень понравилась съемка. Прям уловили вот то, что чувствовал Юзуру. И, кстати говоря, костюм старенький у Шопена и еще темный, где побольше страз. И некоторые движения вот в этом прокате на фэнтези, они отличаются от того, что будет там, например, в Олимпиаде 2018 года. То есть эти движения были первоначально, потом их будут менять. И даже начальная поза, мне так она понравилась. То есть помните, сейчас вспомните Олимпиаду в Корее, да, 2018 года, где Юзу стоит, значит, в начале несколько там секунд, глаза его закрыты, и потом он так красиво головой крутит, оживает и начинает катать. Здесь на фэнтези 2014 года Юзу стоит с закрытыми глазами, потом их открывает, немножко щурится в акцент музыки и потом только головой вертит. Да, казалось бы, что это такая деталь, но знаете, я на такие детали уже обращаю внимание, как опытная фаню. Короче, взгляд в начале Шопена, это, знаете, это вот секунда, но это целый фильм, как я поняла, просто потрясающе в самое сердце смотрит. И вот когда я на это лицезрела, вы знаете, что тоже я поняла для себя? Что каждый раз Шопен по-новому смотрится. Это каждый раз новое прочтение музыки, истории, и это прям мурашки по коже. Тоже сейчас, пожалуйста, вот после просмотра моего видео обязательно посмотрите «Фэнтези 14 год» Шопен, потому что это невероятно. Кстати говоря, с прыжками у него была проблема именно того выступления, которое я смотрела. У него один прыжок был в бабочке, и поэтому в конце, когда уже откатал Юзу, чувствовал, что он не очень доволен своим прокатом. Мы знаем, как он перфекционист, он, видимо, хотел что-то такое прям вау. Но дорожка шагов была вау, прям это был полет в космос. Хотя дорожка Шопена это всегда уровень, не знаю, бог, да, и выше. Короче, очень-очень классная программа, классный прокат, классное выступление.
Далее, Fantasy on Ice 2015 года. И вот здесь на самом деле Юзу аж 3 программы катал. Как я поняла, до этого он катал всегда по одной программе. Первая программа, я ее никогда не видела до сегодняшнего дня. Он катал ее в желтом верхе, я думаю, вы поняли эту желтую верхушку. Она с показательного выступления чемпионата мира в Стокгольме, и до этого он ее катал. Значит, вот эта желтая верхушка, катает он под лиричную японскую песню «Believe», как я поняла. И это теперь, ну как, ну это не самая любимая моя программа у Юзу, но она прям приближена к тройке моих самых-самых. Я не знаю, почему я раньше не видела эту программу. Если вы не видели, вот тоже бросайте все и смотрите. Несмотря на то, что это лиричная композиция и такая вся романтик, здесь Юзу на такой скорости это катает. Он так, вы знаете, прям прикасается к этой мелодии, к этим звукам, настолько это вызывает у тебя... Вот после такой программы, после такого выступления нельзя не влюбиться в человека. Вот честно. То есть я вот смотрела сегодня и думаю, господи, человек, я тебя знаю, сколько уже лет. Ты меня уже радуешь, сколько лет. А я все так же готова кланяться в ножки и говорить, насколько ты просто великолепнейший артист. Ну как так можно доносить историю? Как так можно доносить любовь? Я вообще не понимаю. Потрясающий. Весь просто в этой песне был. 2 прыжка сделал, хорошие тройные вроде. Ой, я, мне кажется, сейчас буду пересматривать это выступление несколько раз подряд, чтобы хоть, я не знаю, но она реально классная. Вот Believe 2015 год. Зато следующие 2 выступления в этом году фэнтези мне безумно не понравились. Да-да, у меня есть программы Юзу, которые мне не нравятся. Как бы не надо думать, что я только вот в розовых очках сижу. Что это за выступления? Кстати говоря, они прямо супер старые, показательные, как я понимаю. Это Vertigo и Hello, I Love You. Это 2 программы, которые, мне кажется, что в принципе похожи друг на друга, и они такие в стиле рок. Вот это вот чисто тема Юзу. Кожаные штанишки, наши любимые перчатки с шипами. Вот откуда тоже история-то тянется с 2015 года. В Vertigo, ну что тут могу сказать? Ну, все очень достаточно так хорошо. Ну, что мне понравилось, знаете, мне только один момент понравился, где Юзу в 20 лет пытался игриво покрутить бедрами и соблазнить публику, но это у него получилось так очень мило-мило. Ну, вот этот эпизод как-то вот он не запомнился, а больше там, ну, прыгал, как-то все было интересно, под музыку и прочее. Вот Hello, I Love You, песня мне безумно не нравится, просто я не понимаю эту песню, не понимаю, что происходит. Серебряный такой пиджачок был на Юзу с бахромой, потом он снимает этот пиджак и на белой футболке рисует там чем-то, помадой или чем сердечко. Ну, так скажем, хорошо, уверенный был Юзу, достаточно такой дерзкий, дорожка шагов на зубцах была, ну вот прям, ну ровненько, хорошо. Кому-то, может быть, нравится такой стиль, я не фанатка. Видите, я тут по Шопену сильно умираю, чем по вот таким жестким страстным моментам. Итак, это все у нас был 2015 год. 2016 год, честно, тоже ничего не нашла. Смотрела я открытие фэнтези, и там я тоже не увидела Юзуру. Увидела всех, кроме него. Возможно, он не выступал в этом году, тоже подскажите, пожалуйста, что там было. 2017 год, и знаете, почему-то Юзу снова выбирает Шопена. Одно выступление, и честно, я смотрела вот какой-то город, не знаю, здесь уже вот этот светлый костюм, который будет на Олимпиаде, и мне вообще не понравилось выступление. Он был очень напряженный, Юзуру, почему-то, у него прыжок сорвался в бабочку, как-то он сосредоточенный был, хотя у него был шикарнейший каскад, четверной тулуп с каким-то там тройным прыжком. То есть как-то все это было очень-очень
волнительно, и поэтому я не смогла насладиться, что ли, в полной мере вот этой вот глубокой историей. То есть если сравнивать 15-й год, именно Fantasy on Ice, да, давайте вот так, фэнтези 15-го года и фэнтези 17-го года, 15-й год выигрывает. В 17-м году, может быть, в других городах все было чисто, потрясающе и здорово. Я вот не смотрела. Теперь 18-й год Fantasy on Ice. Здесь уже Юзу двукратный олимпийский чемпион. Конечно, к нему просто безумное внимание. Кстати говоря, публика будет кричать направо-налево. Я прям даже немножко опешила, когда смотрела. То есть столько было криков, все камеры только на Юзу. Что катает Юзу? Он катает, мне кажется, это его любимая вообще программа показательная, про весну, тоже японскую песню. Ну, помните вот этот костюмчик, который все фанаты называют розовой медузой? Но он безумное количество раз катал этот номер. И вот здесь я вообще могу сказать, что после Олимпиады 2018 года Юзу очень изменился. То есть до этого это был все-таки такой более озорной мальчишка, такой очень милый, непринужденный, где он улыбается. После 2018 года у него даже вот эмоции он выдает как-то очень по-взрослому. Безумной красоты программа, очень спокойно, очень аккуратно. Его знаменитые вот эти гидроблейды. Он не запаривается по поводу прыжков. Мы видим здесь вот этот вот красивый одинарный аксель в пролете. Хорошее выступление, такой очень-очень, знаете, как вот бальзам на душу, такая очень она трогательная. Живой пианино, кстати говоря, звучало, то есть живая музыка, и это усиливало эмоции, то есть вот прям тоже очень все было светло и непринужденно. Я не могу сказать, что мне нравится эта показательная программа на самом деле, сейчас многие могут закидать меня тапками, я отношусь к этой программе очень-очень спокойно, но вот иногда, когда там хочется чего-то такого, знаете, ну вот под дождем можно, ну вот когда дождь за окном, когда вот такая вот погода и хочется чего-то светлого, можно включить вот эту программу «Весна пришла» и успокоиться. И то, что, знаете, тоже как-то так вот по-особенному, когда Юзу закончил свое выступление, он так шепотом сказал «аригато». Ну вот это тоже его отношение к тому, что он катает, ко льду, к программам, костюмам, к зрителям, у него всегда такое очень трепетное. Кстати говоря, вот фэнтези 2018 года был интересным, как я понимаю, потому что после Олимпиады было много спортсменов и российских, и вот с Евгением Плющенко, по-моему, там очень много было милых таких историй, когда Юзу выталкивал Женя Юзуру, и они там оба улыбались. Гном Гунович, кстати говоря, здесь тоже катается, и, по-моему, он не подъехал как раз-таки к Юзу. То есть такое очень было взаимоотношение, знаете, как будто это из прошлой жизни, если сейчас с позиции нашего времени смотреть, и очень скучаешь по этим таким прекрасным светлым моментам. Далее, 2019 год. Здесь программа ошеломляющая. Мне кажется, что это лучшая программа за всю историю Юзу на Fantasy on Ice. Я думаю, вы поняли, о какой программе я говорю. Это программа «Маскарад». Снова катает Юзу под японскую песню, которую я не люблю. Но знаете, вот это та история, когда музыка, песня точнее, вот слова мне совершенно не мешают. Во-первых, это очень страстная история на льду. Костюм Юзу потрясающий, красно-черный в блесках, перчатки, укладка у Юзуру. И насколько это история про внутреннее безумие, как мне кажется, про конфликт внутри себя, про то, что как человек разрывается, и как Юзу смог это показать. Ты уже не видишь в нем вот этого озорника, ты видишь человека взрослого, умудренного опытом, даже вот ты чувствуешь какую-то трагедию внутри человека, ты пытаешься помочь, ты смотришь на эту программу и не дышишь, просто... Она такой восторг во мне вызвала. Вот я уже который раз смотрю «Маскарад», сегодня я пересматривала. Это просто уровень, опять же, я не знаю, какого-то там театра.
акцентный прыжок был под музыку в самом начале. То есть вот это такая продуманная вещь. Я уж не говорю про то, что происходило в конце, когда вот он яростно снял перчатку, бросил на лед, где-то там закричал, по-моему, в каком-то выступлении, но сегодня этого не было, где я смотрела. Но потом в конце, когда музыка уже затихла, когда свет включился, и Юзу просто жадно глотает ртом воздух, и его глаза широко распахнуты, и как будто он еще не вышел из своего персонажа, как будто он еще пытается поймать вот эту секунду. И это, знаете, просто сердце мое трепетало. Это насколько надо отдаваться своей работе, чтобы вот такое выдавать на льду. Просто потрясающе. Вот я потом хлопала после этой программы, хотя я понимаю, что я хлопаю перед компьютером, но я готова кланяться, кланяться и кланяться. Другая программа на фэнтези 2019 года – это Crystal Memory. Совершенно другая атмосфера у этой программы. То есть это уже лирика под японскую песню, волшебный костюм, как мне кажется, такая голубовато-сероватая блуза с блесками. Мне кажется, что самое акцентное в этой программе – это когда Юзу делает фигуру У, ножку поднимает. Вообще, тоже такое спокойствие и светлая грусть, мне кажется, от этой программы. Она не самая популярная, как я понимаю, у Юзу. Он ее вообще не катал потом никогда. По-моему, только вот на фэнтези. Хотя и маскарад он тоже нигде не катал. Но у Кристал все-таки такая немножко... Кстати, вот эта программа Кристал, она показывает уровень мастерства, как может качественно, круто, классно катать Юзу. Все вот эти свои какие-то хореографические позиции он показал просто великолепно. И вот я когда смотрела, я понимаю, что никто никогда так не катал, не катает и не будет катать. Это 100%. Какой бы второй гений бы ни родился в мире фигурного катания, такого больше не будет. И это и здорово, и не здорово, но просто безумная красота. Большое тебе спасибо, Юзу, за то, что вот так катаешься и радуешь нас. Дальше, фэнтези мы понимаем, что в 2020 и 2021 году у нас не было из-за пандемии, и это правильное решение. И фэнтези возвращается только в 2022 году, это прошлый год. А вы помните прошлый год, после олимпийский наша пост-травма, да, постолимпийская травма. У меня есть отдельное видео про фэнтези прошлого года, можете тоже посмотреть. Не хочу я сильно распинаться, но давайте вспомним наш любимый стаканчик, где Юзу обливается водой, и Рейзен, страстный такой, очень откровенный Рейзен, бело-фиолетовый костюм. И я могу сказать, что здесь тоже Юзу совершенно другой уже, здесь он не стесняется, вот он очень откровенно может выдавать свои эмоции, причем, знаете, так в меру, очень красиво и в контексте песни, в контексте музыки. И мы, мне кажется, Юзу увидели совершенно в другом ключе. И это говорит, опять же, какой он разный, интересный. И, знаете, наверное, еще и суть в том, что мы все время чего-то нового ожидаем от Юзу. И вспомните, что в том году еще была Эсмеральда, вообще неожиданно, в самый последний финальный прокат фэнтези, он бац и выдал Эсмеральду, я там плакала, когда смотрела в прямом эфире, у меня мурашки, я думала, боже, да зачем ты просто терзаешь мое сердце? Я думаю, что в этом году тоже что-то такое должно быть, какая-то такая вещь, такой прощальный подарок нам. Но в этом году мы пока видим с вами интересную такую программу «Подрок». Ну как подрок? Мы же еще с вами ее не видели, мы только отрывки видели, да, красный пиджак, кожаные штаны, береточку и в бело-черном костюме достаточно такую эмоциональную потреп-версию. Конечно, Юзу сейчас может выбирать любую песню. Я, знаете, вот я такая думала, вот я хочу Шопена, а посмотрев на историю фэнтези, я поняла, что лирики реально было много. И теперь Юзу хочет, возможно, какой-то динамичности, какой-то яркости, какого-то просто, не знаю, веселья элементарно.
И, кстати говоря, сегодня вышло очень такое трогательное видео, то ли сторис, то ли что, где фигуристы как будто бы прощаются с Джонни. Джонни плачет, говорит о том, что берегите каждую секунду, проведенную на льду, на репетициях, на тренировках, потому что все это быстро закончится, и цените эти моменты. И все вокруг плакали, Нобунари плакал, и Юзу там плакал, и я сама уже сижу и рыдаю, думаю, боже, насколько Fantasy on Ice сближает всех этих спортсменов. Соревновались они, не соревновались, ведь Джонни, например, вообще кумир для Юзу, и, ну вот все время они бок о бок на этом фэнтези, сейчас Джонни катается последний год, и это настолько, не знаю, тоже очень трогательно и волнительно, и вот такие вещи говорят о том, что человеческое все-таки есть в этом мире, и это здорово, и это прекрасно. Так что ждем мы красную кожаную курточку, береточку и наслаждаемся последними выступлениями на Fantasy on Ice. Ну что, на этом я думаю заканчивать свое долгое видео. Обязательно смотрите Fantasy on Ice, обязательно смотрите в любом виде Юзуру Ханью и отвлекайтесь. Ни в коем случае не зацикливайтесь на чем-то плохом. Все в жизни проходит, плохое, хорошее, а мы с вами должны беречь себя. Поэтому давайте держаться до конца и не вешать свои носики. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.